Приветствую вас, зрители моего канала. После завершения удачных испытаний вездехода Nami 058T в 1965 году, где автомобиль показал уже лучшие результаты, нежели предыдущий 058, институт провел уже следующий ряд работ по модернизации автомобиля на основании совместного решения Государственного комитета автотракторного и сельхозмашиностроения при Госплане СССР и воинской части 52694. Где предписывалось разработать институтом Nami аналог Урала 380С-862 Уральского автозавода с целью повышения динамики, надежности, экономичности и проходимости, где бы были применены агрегаты текущего производства, в основном автомобили Урал, и способные работать с двухосным полуприцепом грузоподъемностью 10 тонн Урал-862. В следующем 1966 году единственный опытный образец был собран и получил новый индекс Nami 058С-862. По внешнему виду и по техническим характеристикам тягач от Nami повторял созданный Уральским автозаводом аналогичную машину. Чтобы убрать полностью из кабины 8-цилиндровый четырехтактный V-образный турбодизель EMZ-238N мощностью 320 лошадиных сил, пришлось перекомпоновать машину, увеличив при этом передний свес рамы, а переднюю часть капота немного расширить для установки нового охлаждающего радиатора от КРАЗа 255. Саму же кабину тоже позаимствовали от серийного автомобиля Урал-375D. Остальные агрегаты 058С, такие как двухдисковое сцепление EMZ-238К, пятиступенчатая механическая коробка передач EMZ-236 и оригинальная двухступенчатая дифференциальная коробка с пневматическим управлением принципиально не менялись. Для повышения проходимости на мягких грунтах по песку и снегу были взяты от Урала 375 широкопрофильные колеса. Передняя подвеска ведущих мостов состояла из 4 листовых рессор от МАЗ-500, работающих 4 гидравлическими амортизаторами двойного действия, телескопического типа, а задняя из рессорно-балансирной на 2 полуэллиптических рессорах от Урала 375 и крепилась к раме кронштейнами увеличенной высоты. По сравнению с автомобилем Nami 058T улучшили кинематику рулевых тяг, привода 1 и 2 мостов и полностью унифицировали с ураловскими. Так как модернизированный автомобиль должен был работать с активным полуприцепом, то вместо демонтированной платформы на автомобиль установили сидельное устройство тягача Урал-380С. Сам же активный полуприцеп состоял из сварной рамы, из 2 фигурно-веерных лонжерона и 8 поперечин, в центральной части которой был размещен активный привод, приводящий в движение колеса полуприцепа, взятые от того же Урала. Для вращения конических редукторов привода прицепа специалисты Nami спроецировали коробку дополнительного отбора мощностей, крутящий момент который передавался от раздаточной коробки при помощи вала, установленной в задней части раздатки. Вал соединен подвижной муфтой с первичным валом раздатки и управляется автоматически. Далее крутящий момент от дополнительной коробки передается на первичный угловой конический редуктор активного привода полуприцепа, установленный в центральной части рамы тягача, на второй угловой редуктор при помощи кулачковой муфты сцепления активного привода. Затем через 3 и 4 угловые редукторы и промежуточную опору карданной передачи к мостам колес полуприцепа. Также полуприцеп состоит из опорного устройства и сварной трубчатой рамы, откидных опор, 2 сварных колес и механизма подъема. Для освещения полуприцепа при операции сцепка-расцепка, а также маневрирования задним ходом, на задней части кабины слева установлена поворотная фара. Тормозная система прицепа пневмогидравлическая, питается от компрессора тягача. Для проведения испытаний, которые проходили в 1967 году, активный полуприцеп также был переделан. На нем установили 2 платформы и 2 тента от Урала 375 и Nami 058T. Проведенные испытания, которые проходили на автополигоне Nami, а также на полевых и лесных дорогах, показали преимущество автопоезда Nami 058С, показав лучшие результаты в плане динамики и мощности, преодолевая овраги и рвы лучше, чем аналогичный автопоезд Урал-380С-862 или вездеход Урал-375D. Показал себя способным буксировать активные и неактивные полуприцепы, как гражданского, так и военного предназначения. Но несмотря на положительные результаты испытаний, Nami 058С
ждала та же участь, что и предыдущий 058Т. Он так и остался опытным, а дальнейшие работы продолжили в разработке и постройке четырехосных автомобилей, шарнирно сочлененной рамой, благодаря чему и появился на свет бортовой трубовоз НАМИ 0127. А если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, до новых встреч!